Мечта попасть на плато Путарана родилась, когда еще только начинал увлекаться водными походами. Изучая карту России, наткнулся на огромный горный массив, изрезанный реками и озерами. Это место казалось таким далеким и недоступным, а людей, которые здесь побывали, представлял отчаянными искателями приключений и романтиками. После просмотра фильма «Территория» желание попасть сюда только усилилось. Хотелось самому лицезреть первозданную природу этого уникального места. Наиболее доступный способ увидеть максимум и прочувствовать эту мистическую атмосферу – отправиться в поход на байдарках по озеру Лама. Немногие знают, что в самом сердце России, на севере Сибири, находится этот уникальный горный массив площадью больше территории Великобритании. Плато Путарана образовалось путем извержения древнего супервулкана около 250 миллионов лет назад. Застывшая лава сформировала плато из базальтовых пород, которое с течением времени разрушалось, образуя рельеф в виде ступеней. Немалую часть занимает Путаранский заповедник, признанный объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, так как здесь сочетаются субарктические и арктические экосистемы – тайга, тундра и арктическая пустыня. Изначально наш поход должен был состоять из двух частей – сплава по таежной реке Микченда и по озеру Лама. Но, к сожалению, первую часть не удалось осуществить из-за проблем с катером на воздушной подушке. Только на нем можно заброситься вверх по течению горной реки. Все участники похода немного расстроились, но впоследствии освобожденное от сплава время удалось провести с пользой. Наш поход начался недалеко от впадения в озеро Лама реки Будисяк. Это его самая дальняя часть. Заброска на катере сюда заняла около 3 часов. Само название Лама, вероятно, образовалось от финикийского ламу, что означает море, большая вода, а не от названия пушистых южноамериканских верблюдов. Озеро Лама действительно очень большое, в длину около 70 километров, а максимальная глубина более 200 метров. Вода здесь прозрачная, говорят, что чище даже, чем в Байкале. Передвижение на байдарках позволяет увидеть много интересных мест, ходить в горы и к водопадам без тяжелых рюкзаков, ловить рыбу. В отличие от пеших походов, где нужно учитывать каждый грамм, в водном походе можно взять побольше еды и теплой одежды, которая точно здесь пригодится. Тем не менее, водные походы также очень спортивные, требуют внимания к технике гребли и правильной работе мышц. В то же время переходы по крупному озеру сильно зависят от погоды. При сильном встречном ветре переход на 10-15 километров по трудозатратам ощущается как все 30, а в шторм выход и вовсе невозможен. Погода здесь переменчива. В солнечную погоду могут резко набежать свинцовые тучи, закрывающие вершины плато, и над озером воцарится мрак. Зеркальная гладь воды становится бурлящей стихией. В такие моменты покидать пределы лагеря небезопасно. Особенно неприятно, когда такое застигает во время перехода.
Косые волны постоянно норовят перевернуть байдарку и сбивают ее с курса. В первые дни похода со встречной волны пришлось делать 2 дневки. В один из дней мы посетили музей на турбазе Бунисяк. Хозяин турбазы собрал удивительную коллекцию экспонатов, иллюстрирующих жизнь коренных народов Таймыра. Их предметы быта и культа, одежда, орудия труда и охоты, различные рога животных. А вот это чьи рога? Это что, было? Нифига себе рога. Вот такое бы я увез. Но самым впечатляющим экспонатом для нас стал, конечно, бивень мамонта. Все сразу захотели измерить свои силы и подержать его в руках. Когда не было возможности выйти на воду, мы ходили в трекинг в ближайшие горы к водопадам. Путь наверх обычно проходит частично по вертикальным болотам. Они представляют собой толстую подушку из мха, пропитанной водой. Так приятно идти по этой мягкой разноцветной перине, словно вступаешь по облачку. Иногда мхи сменяются курумными реками из разрушающихся пород, но восхождение в трекинговых ботинках не всегда уместно, так как они гарантированно намокнут до того, как смогут оправдать свое назначение. Поэтому, вероятно, лучшая обувь для трекинга на Путарана – это резиновые сапоги. Трекинг по сильно пересеченной местности плато Путарана – непростое занятие. Потраченные усилия стоят открывающихся видов. Здесь остро чувствуешь весь масштаб и силу природы, и что человек в этом мире маленькая песчинка. После трекинга особенно приятно вернуться в лагерь, где тебя ждет костер, уют и душевный разговор. Отдельного упоминания заслуживает рыбалка на озерах Плата. Здесь обитают такие виды рыб, как хариус, сик, арктический голец и его местный эндемичный вид голец дрягина, который здесь достигает внушительных размеров до 15-16 кг, а также нельма, муксунь, горбуша, палия, ому, линолин. Не сказать, что рыбалка здесь простая, рыбу приходилось искать. В ветреные дни при сильной волне, как показала практика, ловля по большой воде была практически бесполезна, поэтому в первые дни похода мы остались без ухи. Ух ты! Самый первый голец оказался не особо большим, около 1,5 килограмма. Кто это, голец? Однако сопротивлялся он довольно сильно, показав себя Голец? настоящим бойцом, подарив нам незабываемые эмоции поимки первой рыбы. Малыш.
Тоже голец? Около одной из стоянок удалось найти стаю рыбы. Клевала почти на каждый заброс. Здесь лучше всего себя показали колеблющиеся и вращающиеся блесны ярких расцветок. Самые крупные гольцы здесь достигали 3-4 килограмм. Борьба с настоящей северной рыбой заставила понервничать даже самых опытных рыбаков и никого не оставила равнодушным. Вот это да! Блин, какой тяжелый! Иногда, прежде чем удавалось подвести рыбину к байдарке, уходило несколько минут. Удилище складывалось в дугу, фрикцион катушки трещал как бешеный. А когда казалось, что все, голец у байдарки и осталось совсем немного, чтобы завести его в подсачек, он делал еще несколько отчаянных рывков и в итоге срывался. Судя по музыке, там слоняра. Несколько поклевок были такие, что за пару секунд мощная рыба резким рывком уходила на дно и отрывала приманку. Приходилось еще больше ослаблять фрикцион. Краса озера, на нем доедем. По итогу, несколько часов такой ловли прошли незаметно. Участники вымотались и стало темнеть. Самые достойные экземпляры были отправлены к столу участников похода, давно заждавшихся рыбного меню. Остальные отпущены в родную стихию. А ты что, не взял? Ты не взял крючки? Интересно, что на следующий день, когда уже был переход, на этом же самом месте стаи гольца уже не было. Зато поклевал Хариус. Но, к сожалению, много времени на его ловлю не было, необходимо было двигаться дальше. Нет. Ну, подсак бы не помешал. Конечно. Что это? А, голец. Да, может, вытащу, сейчас попробую. Я могу чем-то помочь? А. Несколько штук удалось зацепить на дорожку во время переходов. Чтобы не терять время при гребле, часто закидывали приманки в воду. Эта тактика принесла плоды. Самый крупный голец клюнул Андрея именно во время перехода. По его рассказу, по ощущениям, он был около 10 килограмм. Нифига себе! Вот Тихо! это да! Ребят, нет, ребят, он сейчас уйдет, отойдите! Отойдите, да! Вот это лось! Поздравляю! Ну подождите, чем? Он подсачек не влезет. Я не знаю, как его таскивать. Мотай его. Минут через 10-15 ты сдашься. Андрей несколько минут боролся с рыбой, но, к сожалению, голец ушел. Ой-ой-ой-ой. Блин, у него... Есть, блядь! Дуралей! Нет, мне кажется, хочет твоего. Ой, блин, у меня... Ой, там вообще... Сошел, да? Ой, блядь, тихо! Пиздец. Пацанчику кранты. Одна
Одна из крупных рек, впадающих в Ламу, Бучерама, в штормовой день решила отправиться на нее попытать счастье на Хариуса. Добраться оказалось непросто. Приходилось по пути от лагеря пересекать вброд несколько ее проток. На месте же оказалось, что на самой реке довольно быстрое течение. Потенциальных стоянок Хариуса не так уж много. В их самые интересные места пришлось идти назад ни с чем. За поход удалось перепробовать все виды рыбных блюд. Несколько раз делали уху, жарили стейки, коптили. Не без внимания остались и различные варианты посола. Это и пятиминутка из Хариуса, и сагуда из Гольца, который никого не оставил равнодушным. Даже мастер-класс по изготовлению суши был. Об этом будут следующие 6 минут фильма. Все, хорошо. Лучше перед каждым подачей риса смачивать руки. Рис с уксусом, да? Самое сложное Вы прям подготовились. Небольшую порцию уксуса влить в рис. Это самое сложное. Я слышала. Раздать, что у тебя есть. Это сюда. Мочишь в холодной воде, чтобы сколько нужно рук, прилипал к рукам. сколько нужно человек, чтобы сделать ролл в походных условиях. Давай, еще одну порцию. Под ветром и под дождем. Да. Все вводные данные, пожалуйста. Один человек работает с рисом, один учит, два держат водоросли, 10 человек держат темп. Ну это вы некорректно подошли, ребят, потому что сейчас это процесс. Моешь руки. Да. Как хирург. Да. Как хирург. По локоть. Теперь сыр. Значит, берешь полную ложку сыра и пальчиком с ложки счищаешь на... И не ешь. И не ешь. Это самое сложное. Да, это самое сложное. Должна быть длинная тонкая колбаска. Спасибо, солнышко. Чтобы она тебе не занимала весь рис, а маленькой полоской шла. Рис не главное в роли, помни это. Ой, сыр. Нет. Главное это рыба. Да. Ну, смотри, видишь, что это заканчивается циновка. Все, что дальше циновки, оно уже как бы не востребовано, потому что оно не будет нормально закручиваться, не будет приобретать нормальную форму. То есть дальше циновочки не идешь. Так, не облизываешь. Не облизываешь. Кладешь ложку сыр. Моешь руки в холодной воде, в ледяной, в ламской. Или в бучерамской. Неизвестно, какая это все-таки вода. Это смесь. Теперь берешь огурец. Огурцы. А почему не рыба огурца? Потому что я так решил. А следующую партию сделаем вывернутые роллы, да? Не, просто рыба все закрывает, Андрюх, с собой, поэтому она как бы дает дополнительную, как и рис, огранку роллу. Чтобы заворачивать в рыбу, это вот как раз нам длинные куски рыбы должны быть. Да. Те, которые изначально планировались, Андрюш. Рыбу забыл. Что еще? Красиво, Вегетарианский ролл. красиво. Веганский. Тоже вариант. Рыбу не жарей, Андрюша, как ты меня учил. Мы нашли шикарную подставку под роллы. Вы бы сказали, мы бы больше брали. Можно было бы вообще тут полностью всех обернуть рыбой.
Ох, да. Красота, Андрюш, красота. Умничка, молодец. Да давай этот большой кусман и оборачивай. Одеяло целое. Да. Зачем вообще рис, там огурец какой-то? Кусок рыбы взять. Чем портить продукт? Да, традиционное хорошо. блюдо рыбы в водорослях. Ну, традиционно доходит? Доходит. Заворачивай. Смотри, твоя задача сейчас первым делом. Вот этот край циновки сюда пришел сюда, чтобы у тебя ролл полностью закрылся. Да, именно так, именно так. Нет, закручивай до конца, закрывай, тут не закроется он. Ага. Прижми, да, пожамкай его, как говорят любимые женщины. Нежнее. Его брали для рыбы. Нормально забыл. Он уже спрессуется. Так, а теперь закручивай. Для соления брали сахар. Поехал закручивать. Ага. Молодец. Так, теперь закручивай снова, откручивай сначала, теперь снова его в свою сторону. Можно сделать вот так вот. Угу. И полностью теперь проходи. То есть закручивай как улитку. Вообще полностью? Да, полностью сжимая при этом. Угу. Хорошо. Да нет, у нас скорость делают в этих суши. Ну, я на скорость никогда не стремлюсь. А вот теперь можешь срезать жопку и, так сказать, в свою пользу ее ликвидировать. Пальчики не облизываем. Где этот? Вот он у тебя под левой рукой. Да, это обычно достается тому, кто делает. Молодец. Разворачиваю, упаковываю его сюда. Лучше его прямо здесь развернуть. Я хочу попробовать, что я сделал. Давай. Да, попробуем. Давайте сожрем его. Давайте. А что нет-то? Надо же понять, видишь, вылезает. Это не по традиции. Потому что риса многовато, Андрей. Еще поэтому не стоит жадничать с компонентами, что они вылезут обязательно. Вот. Компоненты всегда вылезают. Откуда? А соевый соус надо куда-нибудь налить. Не дорезай шнур, Андрюх, она снизу будет цепляться. Где соевый соус? Не знаю. Я его доставала. Заплесневый. Да, это на выброс. Надо выбросить, они, видишь. Нифига себе, ничего не в упаковке. Они промокли в прошлом походе и теперь Ого, У нас крупяная бочка каким-то макаром промокла. Сколько у нас здесь человек? 5-7. Отлично, каждому по кусочку. Да, только я хочу найти 7 всего. Еще и соус у нас есть. 8. 8? А, я Андрей забыл посчитать, простите. Джамкаем. Жамкаем. Андрей, жопка. Андрей, видишь, оно не разрезано здесь. Не разрезано. Угу. Нет, так на весу, ребята, это только катана, Так, может быть. вот это острый соевый соус. А где-то был обычный. Куда бы его налить-то? Ну что, Ай, хорошо, Андрюш, это лучшая молодец. суши, которую ты ел в своей жизни, правильно? Ищем соевый соус. Что рыбы можно было еще больше добавить. А, у нас еще есть соевый соус.
Особо желанной частью любого водного похода является баня. Постройка бани подразумевает под собой складывание печи из камней, которых на побережье с избытком. Каждый участник похода внес вклад в общее дело. Под руководством инструктора по камушку мы собрали пирамиду с полостью внутри, куда потом закладываются трава для растопки. Каменку обычно топят до 6 часов, после чего из-под раскаленных камней выгребают оставшиеся угли и золу и накрывают большим тентом. Тент моментально раздувается, как воздушный шар, и через несколько секунд внутри становится по-настоящему жарко. В один из дней у нас была стоянка недалеко от горного перешейка между озером Лама и озером Копчук. Естественно, мы решили подняться наверх на гору Фестивальная. Здесь это самый популярный пеший маршрут. Отсюда можно увидеть оба озера сразу. Поверхность Копчука немного выше, чем Ламы, а соединяются они рекой с другой стороны хребта. На самом перешейке между озерами впервые нашли грибы. Нарвались на поляну подосиновиков и сполна утолили жажду тихой охоты. Удивительно, но в этом суровом северном крае полно ягод. Даже красный смородин встречается. Подъем на гору Фестивальная проходит по нескольким ступеням вулканических террас. Крутые курумники перемежаются с небольшими болотистыми платами. Здесь между камней то и дело пробегают лемминги. Если присмотреться, среди кустов мха можно заметить их узенькие тропки. В те редкие минуты, когда выходит солнце, эти милые создания вылазят из-под камней, чтобы погреться. Виды с маршрута открываются фантастические. Впрочем, комментарии не требуются.
Не менее живописный маршрут был на следующей стоянке. Несложный трекинг к водопаду Ниралах также оставил неизгладимые впечатления. Один из тысячи водопадов поражает своей мощью. Вода за миллионы лет пробила себе дорогу в горных породах, образовав каньон с отвесными стенами. К концу нашего похода уже наступила осень. Времена года здесь довольно короткие, кроме зимы. Весна, лето и осень пролетают за 3 месяца. За это время природе нужно успеть провернуть свой жизненный цикл. В июле все буйно цветет, появляются тучи насекомых. В начале августа еще может быть летняя жара, а в конце уже возможны заморозки. При этом на вершине платы местами выпадает снег. В долинах краски сменяются на осенние. Все-таки близость Арктики определяет суровость этих мест. Несмотря на суровость этих мест из-за близости к Арктике, природа здесь разнообразна и очень красива. Это путешествие подарило нам много приятных моментов, а впечатления останутся с нами надолго. Контраст сложных походных условий и минут комфорта у костра, преодоление себя и стихии, медитативность севера в целом заставляет остро ощущать ценность каждого мгновения жизни.